И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. Сегодня я подготовила для вас свой новый крутой выпуск, посвященный боевой платформе GameFi Ant-Man's Entertainment. Это первая легкая казуальная стратегия моба-симулятор под названием Ant-Man's. Скажу сразу, что Ant-Man's – это целая вселенная мета-NFT, включающая в себя не только встроенные инструменты GameFi, но и самый популярный на текущий период времени принцип Play to Earn. При этом сама игра активно развивает командный дух и работу, позволяя игрокам создавать собственные гильдии для получения еще большего количества добычи и формировать вокруг себя еще больше антманов, которые будут сражаться за них. Скажу сразу, что всего в рамках игры все антманы делятся на 5 боевых атрибутов, а именно снайпер, танк, лучник, AOE и метатель. И как вы уже догадались, каждый из героев уникален, а его фирменные умения заставят противника страдать самым страшным образом. Но мы сейчас не об этом, а о том, какими отличительными преимуществами мир Ant-Man's еще готов нас порадовать. Во-первых, герой, которого вы держите, является мета-NFT, что означает, что вы можете конвертировать этот NFT в разных героев в разных играх на платформе Ant-Man's. Не беспокойтесь о скучном одиночном игровом процессе, вы можете просто наслаждаться одним мета-NFT во вселенной Ant-Man's. Во-вторых, помимо ежедневных наград, вас ждет еще и битва за пул токенов. Да-да, в рамках игры игроки могут осуществлять небольшую ставку в виде токенов на одного из предполагаемых победителей, в результате чего все размещенные токены будут забраны одним участником, который, собственно, и выйдет из битвы победителем. Кстати, комиссионный сбор будет взиматься в качестве награды за квест во избежание инфляции, что, как по мне, тоже очень хорошо. В-третьих, напомню, что Ant-Man's – это еще и моба-игра, которая, как показывает история, имеет просто огромное количество загрузок на игровом рынке, что говорит о ее популярности и востребованности среди игроков всего мира. А еще Ant-Man's – это еще и социальная сеть, где бойцы могут транслировать свой бой в прямом эфире, а также смотреть бои других людей и, напомню, делать на них ставки. Плюс они могут покупать различные пакеты топлива и посылать всевозможных монстров, чтобы портить бой, что, как по мне, уже звучит весьма и весьма интересно. Если говорить об основном геймплее, то их тоже несколько. А именно, блицкриги – это когда основной способ получить трофеи и разблокировать сундуки с сокровищами возможно только в открытом бою, в быстром темпе 3 на 3, индивидуально или же в команде. Следующий геймплей можно смело считать обновление персонажей и их снаряжение оружия, собственно, для чего вы будете активно использовать внутриигровые жетоны DEF и Monly, но о них мы поговорим чуть позже, так как следующие игровые процессы – это битва за пул токенов и, собственно, сама прямая трансляция и ваше взаимодействие с другими игроками внутри Ant-Man's. Что же касается экономической составляющей самой игры Ant-Man's, то, как я уже упоминала, игра будет наполнена сразу двумя токенами – Monly и DEF, из которых Monly выступает как управляющий токен с ограниченной эмиссией, а DEF, наоборот, является внутриигровым токеном без каких-либо ограничений на количество эмиссий своих токенов. Для наглядности предлагаю взглянуть на доступную токеномику токена Monly, общее предложение которых, кстати, всего 100 миллионов, с последующим распределением по разным направлениям, что, как по мне, выглядит весьма неплохо. Если говорить о DEF, то несмотря на его безграничную эмиссию, первая поставка токенов также составит порядка 100 миллионов токенов, выпуск которого, кстати, будет осуществляться на децентрализованной бирже с целью создания торговых пар. В то же время, чтобы обеспечить некоторую стабильность токена, команда разработчиков решила использовать следующие механизмы расчетов, с помощью которых игроки смогут делать не только ставки против соперников, в результате чего сама платформа будет взимать комиссию за обработку DEF, часть которой, кстати, будет безвозвратно уничтожена, а все остальные отправляться в призовой фонд, за который игроки и будут сражаться. Также большое количество токенов DEF будет потрачено игроками на покупку внутриигровых NFT для себя, в результате чего эти жетоны будут снова уничтожены. То же самое относится и к приобретению инкубации NFT, слепого ящика и прямых трансляций.
То есть, участвуя во всех этих действиях, игрок будет платить имеющиеся на балансе токены DEV, которые в свою очередь будут впоследствии безвозвратно уничтожены. Что, согласитесь, очень остроумное и обоснованное решение. Узнать более подробно о которых вы сможете уже и самостоятельно посредством доступной технической документации и официальных социальных сетей, где помимо всего прочего публикуется ряд важных и значимых новостей от Antmons. Кстати, о новостях. Рада сообщить вам, что прямо сейчас проходит розыгрыш 120 бесплатных запечатанных яиц Антманов от Antmons, которые в свою очередь имеют целых 3 категории редкости. Поэтому чем реже яйцо, тем более ценный персонаж вас ждет внутри. Однако, чтобы получить один из этих бесплатных NFT, вам необходимо выполнить ряд условий, среди которых перечислены покупка 2 других NFT, сбор ролей NFT в их официальном Дискорде и участие в программе амбассадоров. Одним словом, рекомендую изучить все более подробные детали уже в частном порядке посредством статьи, доступной на эту тему в их официальном медиум-канале и аккаунт в Твиттере. Все ссылки и на сайт в том числе я обязательно оставлю в описании. А пока рада сообщить вам, что IGO проекта переносится на июнь месяц. А значит, у вас есть все шансы стать частью Antmons в самом начале его пути. Так что, как говорится, не теряйте время зря, а скорее окунитесь в увлекательный и чрезвычайно многообещающий мир Antmons прямо сейчас, так как уверена, он этого достоин. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем дня, удачи и пока!